Narı'ya bunca zamandır yaptıkların için af dileyeceksin anne. Bunu birisi gördü mü hiç? Değil ciğerimi, günahımı vermem. Anne gel. Buradayım. Zebanini cehennemde arama Fidan. Acele etmemiz lazım. Kızımı o tertemiz kalbiyle sana emanet etmek istiyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Как Джихан заставит Нари замолчать, когда Аскан и Шахин спорят друг с другом в больнице, пока она борется за свою жизнь. Что сделает Аля, когда станет свидетелем печального и жалкого состояния Джихана? Насколько сильно Садакта Ханым пострадала от того, что ее дочь Нари застрелилась, что она постоянно плачет и расстроена? Когда Джихан просит Нари простить его во время разговора с Садакатом, как отреагирует Садакат? Как отреагирует Аля, когда увидит фотографии своей матери, на которых она запечатлена с мужем и ребенком Ахалис с Фикрией? Почему Аля спрашивает, видел ли кто-нибудь эти фотографии? Расскажет ли Фикрии Алие о своем прошлом с Халисом? Расскажет ли нам госпожа Фикрии, что она, пусть и неосознанно, в какой-то степени стала причиной смерти Барана? Сможет ли Халис убить Фикрии, чтобы она не рассказала то, что знает? Изменит ли свое решение Фидан, которая заявила, что не отдаст свою печень Наре, несмотря на то, что Садакат Ханым бросилась к ее ногам? Как отреагируют Шахин и Зерин, когда они рассердятся на просьбу Фидан Ханым даже не признаваться в своих грехах? Как Шахин найдет выход из своего отчаяния, ведь он очень близок к потере Нари? Ситуация Нари становится критической, и неужели ее нельзя спасти? Фикрия найдена мертвой в своей машине. Это из-за Халис или ее болезни? Вся семья испытает огромное горе, когда Нари застрелится. Нари, которая подавляла в себе все, что пережила до того дня, достигает точки, когда она больше не может это выносить, и на глазах у всех она выхватывает пистолет из-за пояса охранника и направляет его себе в грудь. Это будет момент, когда все замерли и время остановилось. Когда Джихан видит Нари, которая лежит на земле, вся в крови, он с криками подбегает к ней, хватает ее на руки и кричит: «Скорая помощь! Вызовите скорую помощь!» Он будет кричать. Поначалу Шахин даже близко не сможет подойти. Его страх будет совершенно иным, его глаза наполнятся слезами, его сердце будет биться так, будто выпрыгнет из своего места, но он останется неподвижен. В глазах Джихана смешаются гнев, паника, боль и отчаяние. Пока Аскан не может понять, что происходит, а Шахин все еще не опустил оружие, все превратится в полный хаос. Джихан немедленно отвезет Нари в больницу. Когда носилки ввезут в отделение неотложной помощи, на руках Джихана все еще будет кровь Нари. Затем Шахин и Аскан приедут в больницу, но первое, что сделает Шахин, увидев Оскана, снова нападет на него. «Ты причина того, что он стал таким». Он будет атаковать с криком. Но на этот раз вмешается Джихан. Он остановит Шахина и резко скажет Аскану: «Тебе здесь не место. Отныне ты будешь держаться подальше. Я говорю это в последний раз». Он бросит вызов, сказав: решительное и усталое состояние Джихана приобретет иной смысл в глазах Алии. Когда Аля посмотрит на Джихана издалека в больничном коридоре, она поймет, насколько он тяжел, насколько он устал и сломлен. Это горе, которое растет внутри Джихана, проникнет в сердце Алии. Не в силах устоять, она подойдет к нему и прошепчет: «Я с тобой». Тем временем госпожа Садакат будет тихо плакать в углу. Она не сможет смириться с тем, что ее дочь приближается к концу, который она сама навлекла на себя. Он будет противостоять своей совести. Давление, которому он подвергался годами, роли, которые он ей навязывал, жизнь, которую он заставил выбрать свою дочь в прошлом. Все это предстанет перед ее глазами одно за другим. Он будет плакать и говорить: «Я думал, что хочу для него самого лучшего». Когда Джихан придет к ней и скажет: «Не молчи больше. Сделай что-нибудь. Попроси прощения у своей дочери», она покачает головой сквозь слезы.
Простит ли меня моя дочь, он ответит с сожалением в глазах. Пока Наря находится на операции, врачи говорят, что ее выживание зависит от чуда. Поскольку пуля повредила жизненно важные органы, потребуется немедленная пересадка. Госпожа Садакат в отчаянии пойдет к госпоже Фидан. Она встанет перед вами на колени и будет умолять: «Пожалуйста, спаси мою дочь». Но госпожа Фидан стояла перед ним, храня молчание долгие годы, и сказала: «Эта семья годами игнорировала меня, так почему же теперь я должна отдать свою печень?» скажут. Даже слезы госпожи Садакат и поцелуи его рук и ног не смягчат его. Однако Шахин не потерпит этих слов. Он встал перед госпожой Фидан и сказал: «Я могу простить все, но я не могу потерять свою дочь вот так». Он повысит голос и скажет. Зелен также скажет: если у человека есть шанс спасти жизнь, но он этого не делает, ответственность за эту жизнь лежит на нем. Эти слова пробудят чувства, которые годами были заморожены внутри Фидан Ханем. Когда он останется наедине со своей совестью, он изменит свое решение. Возможно, он сыграет важную роль в спасении жизни Нари, сдав кровь, а не орган, или найдя подходящий донор. Пока Нари борется за свою жизнь в реанимации, на семью обрушивается еще одна ужасная новость. Однажды утром Фикри и Ханем найдут мертвой в своей машине. Эта смерть потрясет всех. Сначала это спишут на сердечный приступ или болезнь, но Аля не сочтет эту смерть совпадением. У него были документы и фотографии из прошлого. Особенно фотографии, сделанные с Халис. Аля заподозрит, что ее мать могли убить. Он начнет связывать Халиса с этой смертью. Потому что Аля поняла, что фотографии в сумке ее матери содержат тайны о ее собственном браке, прошлой любви Фикри и Ханем и юности Халиса. Кто-то, кто не хотел, чтобы эти секреты были раскрыты, возможно, хотел заставить Фикри и Ханем замолчать. Из-за всего этого Аля почувствует себя еще более одинокой. Он спросит, видел ли кто-нибудь имеющиеся у него фотографии, опасаясь, что эти секреты будут распространены. Потому что эти тайны будут такого рода, что могут потрясти не только ее мать, но и ее собственный брак, ее ребенка и даже ее прошлое. Пока Аля борется с тьмой, скрытой в ее прошлом, она также вспомнит слова завещания, которые оставила после себя ее мать. Когда Фикри и Ханем поговорит с Джиханом наедине и скажет: «Никогда не отпускай руку моей дочери», Джихан почувствует тяжесть этих слов. Он дождется подходящего момента, чтобы рассказать об этом Алие. Однако однажды он подойдет к Алие и скажет: «Ты ничего не сказала своей матери, а я сказал. Я не отпущу твою руку». Аля сначала будет молчать, но потом ее глаза наполнятся слезами. С другой стороны, Майн продолжит скрывать от Джихана факты о своей беременности. Несмотря на то, что Дженг постоянно напоминает ей о своей совести, Майн никогда не скажет Джихану, пока не узнает пол ребенка и не узнает конечную стадию процесса. Моя проблема теперь будет связана не только с Джиханом, но и с ключами, которые оставил Угур, и с уликами, которые он спрятал. Мой попытается выяснить, кому принадлежат эти ключи. Потому что то, что Угур оставил после себя, чтобы покончить с Джиханом, станет козырной картой в руках Мини. Моя попытается заставить Джихана подчиниться ей, используя этот козырь. История Демира и Зериан будет развиваться в совершенно ином направлении. Когда Демир увидит красоту сердца Зериан, ее готовность помочь и преданность, он начнет противостоять тьме внутри себя. Особенно в ту ночь, когда Демир заболевает, то, что Зериан ждет его вместо того, чтобы убежать, глубоко тронет его. Слова Зериан: «Мне не обязательно идти с тобой, но я должна остаться со своей совестью», переворачивают чувства Демира с ног на голову. По мере того, как эти события следуют одно за другим, Демир поймет, что Зериан невиновна, и решит освободить ее. С другой стороны, Зериан никогда не сможет забыть свою любовь к Кае, которую она похоронила глубоко в своем сердце. Несмотря на то, что он уважает Демира, его сердце все равно будет принадлежать Кае. Возможно, путешествие Зериан завершится тем, что она найдет себя, простит себя, но не сможет отпустить прошлое. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео.
Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.